Есть небосвод, или купол, полностью покрывающий наш мир. Небесный свод описан в библейском повествовании о сотворении мира. Бог сказал: «Да будет твердь посреди вод, и да отделит она воды от мира». В египетской мифологии Ньют, богиня неба, она покрыта звездами, выгибающейся дугой над землей. В греческой мифологии Уран был первым богом неба. Греки тоже представляли себе небо как сплошной купол, края которого опускаются, чтобы упираться в крайние границы плоской земли. Уран был в буквальном смысле небом, а Гея – землей. В римскую эпоху его часто изображали как бога вечного времени в виде человека, держащего зодиакальное кольцо, стоящего над Геей. Евреи также верили, что небо – это сплошной купол. Они называли его твердью небесной, солнцем и луной внизу. В индийской мифологии купол называется Брахманда. Это структура мира, согласно финской мифологии, изображающей купол с проецированными на него звездами. А представление аборигенов о мире, Земля также была плоской, покрыта куполом, который простирался до горизонта. И было найдено много древних артефактов, которые назвали каменными сумочками. Но, как ты можешь видеть, здесь нет места для того, чтобы можно что-то было нести. Это были не сумки, а их художественное изображение о плоской Земли. Так много древних народов знали о куполе и внесли его в свое мировоззрение. Сейчас же что-то поменялось, и элита хочет заставить нас поверить, что это были всего лишь выдуманные космологии, изобретенные людьми, которые слишком невежественные к науке, чтобы понять реальность. Я вам скажу, что нет никакого совпадения в том, что одно и то же описание плоской Земли и купола так часто встречается. Эти люди обладали особыми знаниями о природе этого места, в котором мы живем. Купол связан с катастрофами, которые были зафиксированы на протяжении многих веков. То, что современное общество называет мифами и легендами, на самом деле является древней историей, и в различные мифы внедрены описания различных развивающихся тогда событий. В древние времена произошло нечто очень ужасное, его прозвали Великим потопом. Это было настолько разрушительно и страшно, что осталось во всех древних письменных и устных традициях человечества. Но эти истории со временем превратились из правдивых описаний в мифологию, и таким образом все было скрыто прямо на виду. Так вот, почему древние были одержимы отслеживанием движением звезд. Они пытались предсказать, когда произойдет еще одна из этих катастроф. Чужеродное небесное тело, вызвавшее разрушение, было известно как Тайфун в Римской империи, Устрашитель у кельтских народов, Шива в Индии и Ангру-Ману в Персидской империи. Здесь мы видим великий разлом в Млечном Пути. Определение разлома — это трещина, раскол или разрыв в чем-то. Великий разлом, который мы видим, когда смотрим на небо. И это не серия полевых облаков, как нас заставляют верить лжецы из НАСА, а буквальная трещина в куполе. Майя назвали это темной дырой. Библия называет эту трещину окнами небес. Именно через эти окна, через темную трещину падали воды Великого потопа. В скандинавской мифологии мы находим, что во время Рагнарёка небо раскалывается надвое. В вавилонском эпосе о сотворении мира небо создано из тела Тиамут, богини водного хаоса. Бог Мардук делит ее, как моллюска, на две части, выставляя стражу, чтобы не дать ее водам выбраться наружу. Аборигены видели в темном разломе места, где живет опасное существо, известное как Юра. Среди американских индейцев небо также представлялось как сплошной купол, который будет разрушаться циклически. Как писал Люсьев Леви Брю, в Северной Америке, по верованиям индейцев, Земля представляет собой круглый диск, обычно окруженный со всех сторон водой, а небо – сплошная вогнутая полусфера, опускавшаяся на горизонт на уровне Земли. За эти годы появилось много свидетельств того, что всемирный потоп произошел от 5 до 7 тысяч лет назад. Я сейчас говорю о предпоследнем потопе. Есть также свидетельства того, что всемирное наводнение также произошло совсем недавно, в 1800-х годах. На этих фотографиях можно увидеть древние сооружения, покрыты грязью и многие разрушенные. Но с тех пор их откопали и отремонтировали. Многие древние места, которые мы знаем, не являются оригиналами. Они были похоронены и восстановлены в конце 1800-х, в начале 1900-х годах. Мы могли бы изменить мнение о разрушении некоторых из этих древних памятников, если бы они были в одной области или хотя бы на одном континенте. Но мы видим это по всему миру. Мексика, Египет, Греция,
Греция, Россия. Элита восстановила эти сооружения для нас, потому что они не хотят, чтобы мы знали о разрушениях, которые произошли где-то в 1800-х годах. Почему? Великий потоп, обрушившийся с неба, означал бы, что они не смогут навязать нам шарообразную землю, поскольку купол и вода над ним очевидно никак не вписываются в модель земного шара. Историю легко скрыть, когда обычные люди ее не пишут. Возможно, Земля постоянно находится в состоянии разрушения и обновления. Неужели эти наводнения случаются все чаще и чаще? Я предполагаю, что эти наводнения происходят циклически. Солнце, Луна и планеты каким-то образом диктуют этот сброс часового механизма плоской Земли. Это одна из причин, по которой древние всегда с такой самоотверженностью наблюдали за небом в поисках признаков очередной катастрофы. Информация об этом механизме и перезагрузке была скрыта и сохранена для контролеров этого мира. Возможно, что каждые 5000 лет происходит полная перезагрузка. Над трещиной находится какое-то устройство, возможно, небесный разрушитель, о котором говорится во многих текстах. Свет, который мы видим в центре Млечного Пути, исходит от этого устройства. Это сущность, если мы ее можем так назвать. Входит в темный разлом, посылая сверху потоки воды. Затем разлом снова запечатывается для следующего цикла разрушения. Возможно, что элита нашла способ контролировать эти наводнения, и этот разрушитель или сущность, который можно разблокировать или перепрограммировать, чтобы посылать вниз воды по желанию. Я предполагаю, что пирамиды и подобные сооружения по всему миру в прошлом обладали способностью управлять этими наводнениями и контролировать их. Однако в чем мы можем быть уверены точно, это то, что над нами есть купол, и эти потопы исходят из трещин, которые мы видим в темном разломе. Реальность купола и цикличность разрушения скрыта у всех на виду. Вам это показывают в мультиках, сериалах и голливудских фильмах. Радуга доказывает, что мы живем под куполом. Любой может самостоятельно создать радугу снаружи с достаточным количеством света и воды. Однако требуется зеркало, чтобы создать радугу внутри дома. И не просто зеркало, а то, которое погружено в воду. Если радуга вызвана отражением, преломлением и рассеиванием света в каплях воды, в результате чего получается спектр света, тогда зачем тебе зеркало внутри? В конце концов, вы никак не сможете получить рассеивание света в каплях воды в помещении без зеркала. Это все потому, что радуге требуется зеркало, а снаружи купол действует как это зеркало. Как и в случае создания радуги в помещении, на нашей плоской Земле есть вода над водами, которые исходят во время наводнения. Купол действует между ними как зеркало. Современная наука утверждает, что в радуге прямой солнечный свет попадает в каплю дождя, а затем она выходит. Каждая капля воды действует как своя собственная линза. Но если бы это было бы так, каждая капля воды бы в радуге содержала все цвета видимого спектра, в результате чего получались бы смешанные цвета повсюду, а не постепенный спектр, который мы видим при увеличении. Каждая капля радуги имеет свой особый цвет. Это может быть только в том случае, если видимый спектр отражается от зеркала, в нашем случае от купола, а затем распространяется на воде радуги. Купол плоской Земли прикреплен к внешним ледяным стенам Антарктиды, которые окружают нашу равнину. В 1947 году во время операции «Высокий прыжок» адмирал Ричард Бёрд обнаруживает внешние границы небосвода. Многие самолеты под его руководством исчезали очень быстро. Многие из них врезались в невидимые барьеры и распадались в полете. Вскоре после обнаружения этого барьера Бёрд прекратил свою миссию и вернулся домой. После этого были приняты многие меры, такие как договор об Антарктиде и постоянное военное присутствие у ледяной стены, чтобы скрыть структуру нашей замкнутой мировой системы. Вот несколько фотографий ледяной стены, которой прикреплен купол. У нас их не так много, как хотелось бы, поскольку эта стена защищена военным присутствием. Также метеориты тоже объясняют присутствие купола. Обломки плавают в потоках воды над куполом, иногда ударяясь об барьер с достаточной силой, чтобы пробить его. Эти обломки падают на землю
Землю в виде метеоритов. Состав метеорита очень похож на состав горных пород и коры, найденных на дне океана. Большая часть океанского дна состоит из базальта. Базальт в основном содержит пироксин, плагиоклаз и оливин, и наиболее распространенными минералами в метеоритах являются пироксин, плагиоклаз и оливин, то есть один и тот же состав с базальтом. Поэтому я предполагаю, что в водах над куполом есть такой же базальт, который встречается на дне нашего собственного океана, и эти куски время от времени падают на нашу плоскую равнину. Было высказано предложение, что ливийское пустынное стекло – таинственные осколки стеклообразного материала, который, по мнению ученых, имеет неизвестное происхождение. На самом деле это обломки купола, которые были сброшены. Стекло ливийской пустыни не похоже ни на одно другое стекло. У него чрезвычайно высокая температура образования в 3092 градуса по Фаренгейту или 1700 градусов по Цельсию. Поэтому оно и чрезвычайно эластично, как и купол над нами. Возможно, это расплавленное стекло описано в библейской книге Иова. «Ты распростер небеса, которые прочные, как расплавленное стекло». Каждая фотография и видео, предоставленное вам от НАСА, полностью подделаны и пронизаны компьютерной графикой. Здесь мы видим предполагаемую видеозапись Земли. Где же все спутники? Вместе с 2270 спутниками, вращающимися вокруг Земли, должно быть 500 тысяч фрагментов космического мусора. И мы должны верить, что во всех записях наблюдаем участки Земли, без каких-либо мусорных отходов или спутников. Теперь поговорим о спутниковых телефонах. Мы можем иметь идеальное обслуживание в любом месте, потому что сигналы передаются из космоса. И правда, как удобно. Ошибаешься, спутников не существует. Большинство из нас замечает, когда уезжаем из города или оказываемся в более отдаленных районах, интенсивность нашего спутникового обслуживания начинает снижаться. Это почти так же, как наши обычные телефоны получали сигналы от наземных технологий в густонаселенных районах. Мы также видим проблемы с GPS в отдаленных районах. Предположительно, технология, которую также используют спутники для дальней навигации, была разработана во время Второй мировой войны. Башни, подобные этим, были расположены так, чтобы обеспечить освещение для военной навигации. Расположенные на островах, они обеспечат необходимые точки соприкосновения для распространения в море. Это было начало наземных технологий, которые выросли и стали более распространенные. Вышки сотовой связи отвечают за большую часть нашего GPS. Измеряя разницу в уровне сигнала между несколькими вышками сотовой связи, ваше устройство может предсказать ваше текущее местоположение. Я хочу сказать, что спутники на самом деле не в космосе, а у нас на Земле. Данные также определяются по кабелям. Кабели соединяют континенты. Машины легче воздуха. Высотные дирижабли и высотные платформы часто ошибочно воспринимаются общественностью как спутники. Значит, ночью, когда ты видишь одну из этих движущихся точек в небе и думаешь, что это спутник, на самом деле это один из этих светящихся воздушных шаров. Небо пронизано этими коммуникационными технологиями, но нас заставляют верить, что они существуют за пределами нашей атмосферы. Если мы должны верить рассказам НАСА, то вот вопрос. Как спутнику выжить при температуре 4000 градусов по Фаренгейту или 2200 градусов по Цельсию в космосе? В таблице только 7 элементов, которые смогли бы выдержать такую жару, и ни один из них не использовался для спутников. Спутники якобы находятся в термосфере, где температура может достигать 4000 градусов и более. Это просто невозможно. Это даже выше температуры плавления титана, и из какого материала состоят спутники, мне интересно. С открытыми глазами становится ясно, никаких реальных фотографий, никаких реальных видеоматериалов, только компьютерная графика и отфотошопленные изображения. Это фотография НАСА, на которой астронавт ремонтирует космическую станцию. Я пошутил, на самом деле это из фильма 2012 года «Гравитация». А это уже настоящая фотография НАСА. Они просто неразличимы. Я на самом деле думаю, что фотография из фильма выглядит намного лучше и убедительней. И, кстати, еврейское слово НАСА означает «вводить в заблуждение». Тогда неудивительно, что на логотипе НАСА изображен змеиный язык. Змеи были символом обмана на протяжении всей мифологии. На надгробии Вернера фон Брауна, одного из первых разработчиков ракет НАСА, есть ссылка на библейский стих, в котором говорится о нашем куполе, нашем небосводе. Небеса возвещают славу Божью, а небосвод – дело его рук. Солнце – это коллективное сознание целого, изливающегося на нас с помощью астролита и черного солнца.
Наши ауры содержат информацию о наших индивидуальных энергетических вибрациях. Наши ауры буквально сделаны из солнечного света, а Солнце — это буквально сумма наших аур. Этот смысл раскрывается в самом слове. Ю — это аббревиатура периодической таблицы для обозначения золота, а Ро — египетское олицетворение Солнца. Солнце — это сумма цветов наших аур, смешанных вместе, которая кажется нашим глазам желтой. Мы — Солнце. Луна, однако, совсем другая. Луна не всегда была на небе. Предполагаю, что это имплантант, изначально чуждый нашей плоской равнине. Она посылает на нас жесткие прямоугольные волны через матрицу от Сатурна и создает межпространственную световую ловушку, которая пытается переработать нас обратно в другое воплощение, чтобы мы оставались энергетической пищей для паразитических сил этого мира, которые питаются страхом и страданием, теми самыми эмоциями, которыми желает эта ложная матрица и стремится извлечь. Солнце и Луна находятся всего в 3000 милях друг от друга и находятся глубоко под куполом. А как же насчет звезд, спросят некоторые. Звезды — это явно не Солнце. Они не такие светящиеся, как нам все это время говорили, а мерцающие энергии света, которые постоянно меняют цвет, текстуру и форму. Люминесценция – это излучение коротких вспышек света от взрывающихся пузырьков жидкости при возбуждении звука. Проще говоря, энергия звуковой волны в жидкости может создавать вспышки света из-за звуковых частот. Красивые узоры возникают на поверхности объекта, плотно окружающего звук. Тематика вибрирующей среды – это вибрационное явление, красивые узоры, которые создаются в воде и песке, когда применяется звук. Звезды полны похожих геометрических узоров. Эти звуковые частоты передаются через астральный свет, который исходит из центра нашей Земли, другая сторона плана. Агарта настолько гармонична, что эти частоты, созданные там, будь то настоящий звук или просто волны естественно гармоничных тонов, появляются как красивые огни в наших небесах, вращая нас и давая нам духовное руководство в форме астрологии. Значит, волны, которые создают звезды, вызваны частотами с другой стороны нашей плоской равнины. Эти звуковые волны распространяются через купол и воды над ним, где они отражаются обратно в виде мерцающих огней, которыми мы называем звездами, и мы можем сосредоточиться и посмотреть. Похоже, что эти огни от воды выглядят таким же образом, как на дне бассейна или океана. С помощью всего лишь телескопа мы можем видеть, что планеты не так четко определены, как показывают нам НАСА. На самом деле Венера больше похожа на звезду, чем на планету. И то же самое с Марсом. Я еще выясняю, что именно представляют собой планеты, но пока мы можем предположить, что они созданы аналогичным образом с помощью люминесценции. Правда, планеты не мерцают как звезды, создавая у меня впечатление, что они имеют более сильные, более устойчивые монотонные частоты, поэтому кажутся более твердыми, чем звезда, которые представляют собой устойчивые, но колеблющиеся частоты. Это может быть причиной того, что планеты не мерцают, а звезды мерцают. Планеты оказывают сильное духовное влияние на эту Землю, как видно из астрологии. Они являются монументальной частью руководящих сил на Земле, и поэтому каким-то образом остаются нетронутыми в отличие от звезд. Одна вещь, за которой мы можем наблюдать, это то, что звезды и планеты выглядят одинаковым размером в небе. И это не потому, что они находятся на разных расстояниях, а являются выражением звука, переносимого астролитом и отражающегося на нашем куполе. Нас учили, что Земля вращается со своей поверхностью на экваторе, двигаясь со скоростью 1000 миль в час. Земля также вращается вокруг Солнца со скоростью около 67 тысяч миль в час. Кроме того, наша Солнечная система вращается вокруг центра нашей галактики со скоростью около 490 тысяч миль в час. Но ты никогда ничего не чувствовал на этой неподвижной плоскости. Кроме того, мы видим одни и те же созвездия уже тысячи лет. Это потому, что звезды год за годом вращаются вместе с нами в одних и тех же положениях. Удивительно просто. Магия держит их. И большая часть человечества верит в этот бред, даже когда чувства говорят им об обратном. Полярная звезда остается неподвижной год за годом. Прямо под полярной звездой находится вихревая дыра, ведущая на другую сторону нашей плоской равнины, в страну вечных сумерек. Вот где мы находим Гиперборию, Эдемский сад. Через это отверстие открывается рай, где нет ни войн, ни страданий. Многие видео на моем канале будут посвящены доказательству того, что это существует с помощью закодированных историй, символов, которые даны нам на протяжении веков. Свастика.
Это древний символ, встречающийся почти во всех древних культурах в той или иной форме, чаще всего в ассоциации с символом черного солнца. Большая медведица танцует по кругу вокруг полярной звезды, и вот откуда взялся символ свастики. Все компасы одним концом указывают на дыру в центре Земли, истинный северный полюс нашей плоской равнины. Причины, по которым свастика имеет такое значение, заключается в том, что она встречается в точке, под которой находится выходное отверстие в рай. Большая медведица танцует вокруг полярной звезды, движется как вихрь. Внизу тоже буквально вихрь. Это первая запись, когда-либо увиденная с полярным входом. Это огромное отверстие на северном полюсе Земли. Хотя здесь оно может показаться маленьким. Когда мы войдем через это отверстие, мы совершим межпространственный прыжок и окажемся в мире, питаемым черным солнцем. Ты можешь видеть, как вспыхивает астральный свет или северное сияние. Здесь слабый зеленый цвет. Утверждалось, что это видео было сделано российской космической станцией, но очевидно сделано гораздо ближе, через окно самолета. Элита среди всех своих механизмов контроля и программ, основанных на страхе, дала нам такие подсказки, как это видео, Святой Грааль, Копье Судьбы и многие другие. Эти подсказки были помещены сюда, как форма малой магии, скрывающую правду на виду, чтобы те, кто сможет их расшифровать, смогли выбраться из этой ложной матрицы и попасть в место полное любви и единства. Другая сторона плоской Земли больше соответствует ее природе пятого измерения. Там внизу есть легкодоступная божественная информация, сознание, сосредоточенное на сердце, которое мы собираем для этого путешествия к центру. Итак, Мать-Земля дала нам врата в другое царство. Как только мы закончим, мы сможем остаться в раю. И некоторые из нас могут выбрать выход из всей этой матрицы через черное солнце, которое на самом деле является солнцем черной дыры. Великая бездна, которую описывают многие описания. И это не то место, которого стоит бояться. Здесь просто темно, потому что там внизу вечные сумерки, освещенные черным солнцем. Внизу не место ужасов и проклятий. Эта идея была дана нам для того, чтобы мы никогда не открыли источник молодости. Страшные истории об аде и подземном мире, выбрось их из своего репертуара. Мы сейчас в аду. В начале видео я упомянул изображение финской равнины. В рамках этой модели Великий мир был создан Северным полюсом, вращением небесного столба. Через этот столб души могут попасть за пределы этого мира, а то есть подземный мир. Древняя космология и иллюстрации пронизаны мандолами и рисунками, которые все сходятся к центру. Это не совпадение, нам нужно в центр. Крестиком отмечено место, где мы находим Святой Грааль под полярной звездой. Спасибо тебе, что досмотрел до конца это видео. Береги себя, продолжай распространять любовь, свет и истину.